Сегодня мы проводим второй эксперимент – влияние воды, обогащенной молекулярным водородом, на состояние крови. Берем у испытуемой пробу крови. Наносим на предметное стекло. Распределяем кровь по стеклу. Переносим экземпляр под микроскоп. Настраиваем микроскоп. В первичной картине видно расположение красных кровяных телец, эритроцитов. Кровь загущенная, в некоторых местах столбики склеены между собой. Это влияет на текучесть крови, общее кровообращение и коэффициент доставки кислорода к тканям. Стоит отметить, что испытуемая ведет здоровый образ жизни, не употребляет алкоголь, никотин и придерживается вегетарианства. После изучения начальной картины мы даем испытуемой выпить 500 мл воды, обогащенной молекулярным водородом. В эксперименте участвует модернизированный диспенсер для домашнего использования. Затем мы приступаем к анализу обычной бутилированной воды. Первый прибор – ОВП-метр. С помощью него мы можем измерить окислительно-восстановительный потенциал жидкости. В данной пробе мы видим результат, равный 46 мВ. Вода такого качества окисляет наш организм. Следующий прибор – водородометр. На табло цифра 0 доказывает полное отсутствие водорода в пробе. Далее используем реактив для определения содержания молекул водорода в жидкости. Вода окрасилась и стала голубой. Это подтверждает отсутствие водорода в данной воде. Далее мы набираем воду из модернизированного диспенсера и проводим аналогичные тесты для определения состава. Водометр сразу определяет наличие водорода в воде, равное 583 частиц водорода на миллиард частиц, при терапевтической норме 400. Следом применяем ОВП-метр и видим отрицательный окислительно-восстановительный потенциал, равный минус 142 мВ. Эти данные говорят о том, что вода из диспенсера щелочная, а значит действует как антиоксидант. Реактив не окрасил экземпляр в синий цвет. Это доказывает, что вода из модернизированного диспенсера насыщена водородом. За 30-40 минут мы можем наблюдать воздействие молекулярного водорода на организм человека. После 40 минут ожидания мы повторно взяли кровь.
Динамика очевидна. Межклеточное пространство увеличилось, стало больше места для работы иммунных клеток, лейкоцитов. Также столбики уменьшились в длине, вследствие чего текучесть крови увеличивается, а значит, улучшается кровообращение и растет коэффициент доставки кислорода к тканям. Вывод. Вода, обогащенная молекулярным водородом, благоприятно воздействует на организм, повышая общий тонус, улучшает иммунитет, вызывает окислительно-восстановительные процессы, снижает оксидационный стресс путем вывода свободных радикалов и, как следствие, увеличивает продолжительность жизни.